Друзья, всем привет, с вами Орекс, канал StableDiff. Тема сегодняшнего видео – свеженькая модель Flux, которая стала нам доступна буквально несколько дней назад. Это одна из самых топовых моделей, которая доступна нам на сегодняшний день на наших видеокартах. Это отличный конкурент модели Colors. Эта модель очень здорово слушается подсказки, она понимает позиционирование объектов в промпте, а также понимает цвета. То есть можно позиционированным объектам в сцене присваивать определенные цвета, и она это будет понимать. Причем можно достаточно большой промпт прописать, и этот промпт эта модель будет переваривать. То есть она не будет исключать какие-то объекты, которые там далеко находятся, будет обращать внимание почти на все. Если сравнить модель Flux и модель Colors, то Flux будет выигрывать у модели Colors по позиционированию объектов в сцене. Дело в том, что Colors не особо понимает, как позиционировать объект в сцене, а вот Flux понимает. В плане цветов и там все в порядке, то есть можно описывать цвета, и эти модели обе понимают цвета, они будут присваивать нужным объектам эти цвета. Также модель Flux может генерировать текст, и причем текст может быть достаточно большой по сравнению, например, с моделью SD3. Модель Stable Diffusion 3 может генерировать текст примерно в 3 слова, дальше она начинает уже сильно ошибаться, а вот модель Flux может генерировать порядка 6-8 слов, и это достаточно точно все происходит. Также на Flux можно создавать логотипы с текстом, это будет все работать очень здорово, буквы будут действительно объемные, светящиеся или неоновые, то есть это будет все очень красиво. Также модель Flux здорово понимает большое количество стилей и понимает многих художников, которые модели SDXL, например, знали не очень точно. Также модель Flux это Safe for Work модель, то есть она безопасная для просмотра. Дело в том, что именно обнаженных людей в принципе на ней можно генерировать, но вот сами гениталии они отображаются в изуродованном виде. Если вы потом это будете как-то проходить через Endpaint, то естественно это все получится восстановить, но вот в чистом виде, прям сырое изображение, у вас качественным не будет, если вы используете not safe for work, то есть какой-то промпт небезопасный для просмотра. И модель Flux, она реализована на данный момент в 3 вариантах. Первый вариант это модель Pro, она доступна только на платных серверах, то есть она в свободный доступ так вот не выложена. Также есть модель Dev, это более близкая по качеству модель, и она как раз таки выложена в свободный доступ, мы ей можем пользоваться. А также есть еще модель быстрой генерации, которая называется Schnell, в переводе быстрый, и нам больше привычное название Turbo. Это есть как раз таки турбо модель Flux, которая работает от 1 до 4 шагов генерации. Теперь по поводу потребления ресурсов и скорости генерации. Независимо какую вы модель выберете, Dev или Schnell, потребление видеопамяти будет одинаково. На потребление видеопамяти будет влиять размер изображения, которое вы будете генерировать. Если вы будете генерировать 1024 на 1024, то потребление видеопамяти может возрасти до 16 гигабайт. Возможно, на меньшем объеме видеопамяти это тоже будет работать, но у меня вот показывает именно 16 гигабайт. Если вы выберете разрешение 840 на 840, то потребление видеопамяти резко снизится. И 12 гигабайт вам вполне хватит для генерации, возможно, и при меньшем объеме видеопамяти это все будет тоже работать. Если вам не будет хватать видеопамяти, то генерация, насколько я знаю, на автомате переключается в режим Low RAM. То есть это происходит на уровне модели, потому что я вот когда использовал большую модель, мне при определенных условиях не хватало видеопамяти, и у меня было прописано в консоли Low RAM. И похоже, эта модель на автомате переключается в такой вот режим. Естественно, время генерации очень здорово увеличивается, но тем не менее вам видеопамяти должно хватить. По поводу скорости генерации, модель Dev, она свое лучшее качество выдает в 30 шагах и при 1024 на 1024. А вот модель Schnell, она свои лучшие результаты выдает на 4 шагах генерации. И это по скорости примерно в 10 раз быстрее будет, чем модель Dev. Но, естественно, качество будет немножко другое. Но, тем не менее, тоже приемлемое и неплохое. На мой взгляд, модель Schnell очень здорово подойдет для работы с видео, потому что результаты у нее достаточно неплохие, даже хорошие, я бы сказал, и скорость генерации очень высокая. Друзья, если вам нужна системная информация и больше видеоуроков по автоматику и Conf.ui, то для вас у меня есть специальные курсы по этим веб-интерфейсам с моей поддержкой, с проверкой моих домашних заданий и с моими еженедельными стримами. Более подробная информация есть на сайте stablediff.ru, ссылка будет в описании под этим видео, так что переходите, знакомьтесь, если вам что-то будет непонятно, там есть контакт администратора, обязательно задавайте свои вопросы, и буду вас рад видеть на курсе, а теперь давайте продолжать. И для установки Conf.ui давайте перейдем на страницу разработчика, опустимся здесь немножко ниже, найдем раздел Installing и найдем установку для Windows. Здесь есть вот такая вот ссылка Direct Link to Download, нажимаем по этой ссылке и скачиваем архив. После того, как этот архив будет скачан, находите на вашем диске место для вашего Conf.ui туда, куда вы хотите его поставить, и перекидываете этот архив в это место.
Я же выбрал диск Q и папку тест. Вот сюда вот я хочу установить Confi. Очень важно, чтобы в пути до Confi и в самой папке Confi не было ни кириллицы, ни пробелов. Это очень важно, чтобы все у вас работало. Для распаковки я буду использовать архиватор 7-zip. Правой клавишей нажимаю по этому архиву, выбираю 7-zip архиватор, нажимаю распаковать. У меня появляется вот такое вот окно, нажимаю ОК. После того, как архив распаковался, я захожу в эту папку, вот отсюда вырезаю эту папку, правой клавишей нажимаю, выбираю «Вырезать», возвращаюсь обратно, здесь нажимаю правой клавишей и выбираю «Вставить». В итоге у меня здесь появляется вот эта вот папка, а вот эта старая папка, она с длинным названием, она пустая внутри, мы ее отсюда просто удаляем, чтобы она нам не мешалась. Теперь давайте переименуем вот эту вот папку Confi, где как раз таки находится наш Confi, например, назовем ее просто Confi, ни пробелов, ни кириллицы быть здесь не должно. Заходим в эту папку и заходим в папку Update. И давайте здесь запустим bat-файл update confi.bat для обновления Confi. Запускаем и дожидаемся, пока обновление пройдет. Вот такая консоль у нас запускается, обновление, и нажимаем любую кнопку, эта консоль сама закрывается. Вот этот вот второй bat-файл, его запускать ни в коем случае не нужно, иначе у вас некоторые узлы работать не будут. И давайте теперь перейдем по вот такой вот ссылке. Эта ссылка будет приложена на Boosty вместе с инструкцией по установке. И нам нужно скачать две модели. Clip-L. Это та же самая модель Clip-L, которая у Stable Diffusion 3 есть. Если она у вас уже установлена, то ее скачивать-то не нужно. Если не установлена, то нажимаем по вот этой стрелочке и загружаем эту модель. И также нам еще будет нужна модель T5 XXL, вот это вот FP8. Нажимаем тоже здесь по стрелочке и загружаем эту модель. Существует еще более большая модель FP16, но в принципе достаточно вполне FP8. Все вот эти вот модели это клип-модели, которые отвечают за кодирование и раскодирование подсказки, а также за понимание этой подсказки. В общем, скачиваем вот эту вот модель и вот эту вот модель. Теперь переходим по вот этой следующей ссылке, и здесь нам нужно будет скачать вот эти вот модели. Смотрите, здесь есть модель Dev, это качественная, хорошая модель, которая работает на большом количестве шагов. Есть типа турбо-модель, да, как мы привыкли их называть, модель это здесь называется Schnell, и она работает от 1 до 4 шагов генерации. Я вам для начала предлагаю скачать модель Dev, это самая лучшая их модель, которая нам доступна на данный момент, потому что Pro недоступна. И вот она как раз таки делает генерации максимально качественными. И вот модель Schnell это просто для быстрой генерации. Если хотите побыстрее, чтобы у вас что-то генерировалось или там работать с видео, то в этом случае скачивайте модель Schnell. И теперь переходим по третьей ссылке. Здесь нам нужно скачать модель VAE. Здесь она называется Diffusion PyTorch Model.SafeTensors. Нажимаем скачать и скачиваем эту модель. Позже потом не забудьте переименовать эту модель. Я, например, дал название этой модели Flux VAE, чтобы потом самому не забыть, что это именно VAE от Flux. В итоге у вас должны загрузиться вот такие вот 5 моделей. Давайте теперь посмотрим, куда эти модели нужно поместить. Открываем корень вашего Confi, заходим в папку Confi, открываем папку Models, находим здесь папку Clip. Здесь в папке Clip я вам предлагаю создать новую папку, на всякий случай, когда у вас появятся еще другие модели, чтобы вы не перепутали, где какие модели у вас есть. Создаем новую папку и присваиваем ей имя Flux. И давайте ее откроем и сюда поместим вот эти вот первые две модели, которые мы скачали. Это модель Clip-L и это модель Flux T5. То есть это языковые модели, мы их помещаем, естественно, в папку Clip. Неважно, что мы эти модели помещаем в отдельную папку Flux, это все будет работать нормально. Переходим обратно, теперь находим папку UNet. И вот в эту папку мы помещаем наши две UNet модели. Опять же, вы можете здесь тоже создать еще одну папку Flux и поместить эти модели сюда, потому что в будущем у вас наверняка появятся еще модели UNet. Давайте правой клавишей щелкнем, выберем новую папку и присвоим тоже название Flux. Поместим в эту папку вот эти вот две модели. Это модели версии FP8, но также еще бывает модель Schnell FP16. Та модель уже весит 23 гигабайта, и, честно говоря, смысла ее использовать никакого нет, потому что качество генерации абсолютно одинаково. К тому же вот эти вот модели весят сами по себе достаточно немало, почти 12 гигабайт каждая. Поэтому скачивайте именно FP8, они вполне нормально генерируют, ничем не хуже, чем FP16, разница практически незаметна там. Выходим теперь назад и открываем папку VAE, и сюда помещаем вот эту вот модель, которую мы скачали, Flux VAE, которую мы переименовали. Видите, название Flux VAE я дал, чтобы потом не перепутать, например, с SDXL VAE или с 840 3.0. И скачиваем на Boosty вот такой вот файл, который называется installmanager.bat. Помещаем его вот сюда вот в корень Confi и дважды по нему щелкаем, чтобы его запустить. У нас запускается вот такая вот консоль, дожидаемся установки, она сама закроется у вас, и после этого уже можно запускать Confi. Запускаем здесь файл run nvidia gpu.bat, чтобы запустить Confi для работы с NVIDIA видеокарты.
Дважды щелкаем, запускаем. И вот у нас запустился Conf.ui. Сейчас у меня здесь ничего нет. Я просто нажал Clear, чтобы очистить полностью все. По умолчанию у вас будет вот такая вот схема. И сейчас у нас нет ни одной модели, чтобы начать какую-то генерацию. Для вот такой вот, имею в виду, схемы, естественно, у нас есть модель Flux. И с помощью Flux как раз таки мы сейчас и будем генерировать. Теперь на Boosty вы сможете скачать мою вот такую вот схему. И закинем эту схему вот сюда вот внутрь. Для того, чтобы эта схема запустилась и вот эти вот все красные узлы перестали быть красными, нажимаем по менеджеру, который мы только что установили с помощью installmanager.bat. И теперь нам нужно здесь нажать в менеджере Install Missing Custom Node. Нажимаем, у нас сканируются все узлы, которые нам необходимо установить, чтобы вот эта вот схема работала. Нажимаем здесь по вот этой вот галочке, чтобы выделить все, и нажимаем вот здесь Install, чтобы установить все. И после того, как у нас появляется кнопка Restart, нажимаем Restart и нажимаем здесь ОК. Для того, чтобы интерфейс перезагрузился и все вот эти вот узлы установились. Друзья, кстати, если вы не хотите заходить ко мне на Boosty, скачивать эту вот схему, но очень хотите попробовать Flux, то для вас у меня есть ссылка вот такая вот, вы на нее перейдете. Скачайте вот эту вот схему, это уже не моя схема. Эта схема тоже рабочая, я ее пробовал, то есть работает. Можете попробовать Flux, но эта схема более простая, моя схема более навороченная. И теперь, когда в консоли все остановилось, давайте просто закроем консоль Conf.ui, выключим его и заново запустим наш Conf.ui с помощью run nvidia.gpu.bat. Дело в том, что для установки некоторых узлов нужна полная перезагрузка Conf.ui, иначе они просто не установятся. После перезапуска Conf.ui у вас должна появиться вот такая вот схема. Никаких красных узлов быть не должно, также в менеджере не должно быть никаких недоустановленных узлов, и также вот здесь не должно быть по фильтру Installed никаких красных вот таких вот строк. Если какие-то красные строки, то это означает какой-то конфликт, и скорее всего у вас не установились какие-то зависимости. А зависимости там стоит устанавливать уже через консоль, но здесь проблем быть не должно. То есть схему вот я прям при вас все установил с нуля, то есть все это установилось очень легко и просто, то есть без всяких дополнительных установок зависимостей. Ну, давайте сделаем первое действие, которое нужно делать обычно. Это перевыбрать модели. Смотрите, здесь вот в первом узле выбирается модель UNET. Выбираем здесь модель DEF или Chnel. Давайте начнем с DEF. И вот здесь вот ниже выбираем типы весов, которые у нас используются в этой модели. Это очень важно. Не оставляйте здесь никакой default. Выбирайте именно E4, M3, FM. Потому что именно вот такие вот веса используются вот у этой вот модели FP8. Дальше опускаемся ниже и выбираем вот здесь вот в клип загрузчике модели Clip L. И также здесь выбираем модель T5. Обратите внимание, что все вот эти вот модели, они вложены у нас в папку Flux. И вот здесь так и есть. То есть Flux, дальше обратный слэш, и уже идет название нашей модели. И то же самое делаем для VAIA. Перевыбираем здесь именно Flux VAIA. На всякий случай, если она у вас как-то по-другому называется, перевыберите ее, потому что здесь у вас будет название и будет ошибка, если эта модель называется по-другому или она вложена в какую-то другую папку. Теперь мы уже можем запустить QPrompt и начать генерацию. Вот наше изображение сгенерировалось. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такая вот генерация, вот такое вот качество. Это при 30 шагах генерации. У меня это заняло 25 секунд, на моей видеокарте 4090. У вас это может занять чуть больше времени, если у вас видеокарта послабее. Потребление видеопамяти у меня на данный момент 7,6% из моих 24 гигабайт, но сейчас ее чуть больше, потому что я записываю это видео, и на самом деле около 16 гигабайт выдает потребление видеопамяти в обычном режиме использования компьютера при вот такой вот генерации. С вашего позволения я переключу вот это вот меню на новое меню, которое можно переключить вот здесь вот, выбираем здесь топ и перекидываем это меню вот сюда вот вверх, чтобы оно нам просто по горизонтали не мешалось. Давайте теперь посмотрим, из чего эта схема состоит. Первая у нас группа — это загрузка модели. Здесь мы загружаем модель UNET и загружаем модель Clip. Также загружаем здесь VAIA. Потом все это передаем через pipe-трубу в остальные группы. Следующая группа — это prompt, то есть здесь мы прописываем prompt, здесь у нас встроен переводчик, можем писать на любом языке, получать перевод на английский язык. Вот здесь выбирается перевод. Дальше мы уже вот этот вот текст переведенный прокидываем через prompt styler, здесь мы можем подкидывать какие-то негативные промпты, какие-то стили. В данном случае у меня здесь все выключено, стоит base. Это означает, что будет все пусто, никакие негативные или позитивные промпты, стилевые там подкидывать сюда не будут. Дальше у нас отсюда позитивный и негативный промпт подается в Style Selector. Здесь мы можем, подобно фокусу, выбирать стили. Вот так можно наводить на любой стиль и посмотреть, что примерно должно получиться. В данный момент у меня два стиля вот здесь выбрано. Это Cinematic и Masterpiece от фокуса. Дальше у нас вот этот вот позитивный и негативный промпт подается в кодировщик. И с помощью модели клипа вот этого вот у нас этот промпт уже кодируется в нужный нам код.
Отсюда все модели и позитивный и негативный промпт подаются в группу Generate, и здесь мы уже непосредственно генерируем изображение. Здесь я использую Efficiency узел для генерации изображения. Это тот же самый K-сэмплер, но который в себе содержит немножко больше и также дает предпросмотр, и можно здесь же прям смотреть итоговое изображение. Здесь у меня стоит размер изображения, который подается в этот Efficiency сэмплер, и здесь у меня установлено 1024 по умолчанию. Это для самой максимальной качественной генерации выставлено. Также, естественно, можно более длинные изображения делать или более вытянутые вверх. То есть тут тоже проблем нет, но ориентировочно просто у вас должно быть суммарно где-то от площади 1024 умноженное на 1024. Также, если у вас не хватает видеопамяти, то просто понизьте размер вот этого изображения, например, до 840 на 840. И в этом случае потребление видеопамяти понизится пропорционально вот этому вот размеру изображения. Я же для генерации пока ставлю 1024, у меня вполне хватает памяти для ее работы. Кстати, оперативной памяти тоже съедается достаточно много, 24 гигабайта. Поэтому, если у вас 16 гигабайт оперативной памяти RAM, то в этом случае у вас может ее не хватить для загрузки вот этих вот больших моделей. Теперь давайте обратим внимание на настройки, которые у нас указаны в K-сэмплере. Не с любыми настройками эта модель Flux будет работать. Важно выбрать CFG1, если вы ее вообще можете указать, потому что вот в этой схеме, которая у вас будет не на бусте, то есть приложена вот по ссылке к YouTube, то там этого параметра вообще нету. Дело в том, что там его задавать не нужно, там в той схеме он просто игнорируется. И вот этот параметр, если по той схеме сравнивать, это аналогично, что CFG будет стоять единица, независимо от того, что сюда подается негативный промпт. Также сэмплер нужно выбрать Euler, но также есть еще и другие сэмплеры, которые будут работать, например, UniPC BH2, они тоже будут работать, но смысла их выбирать нету, картинка будет абсолютно такая же. Шедлер или планировщик по-другому следует выбирать либо Normal, либо Beta, либо Simple, либо CFG Uniform. Дело в том, что планировщик Normal работает немножко побыстрее, чем CFG Uniform, но изображения немножко разные получаются. То есть есть отличия в том, что они генерируют не в качестве детализации, а именно в самом изображении, то есть при одинаковом SID есть различие небольшое. Я остановился на планировщике Normal, на мой взгляд он работает немножко побыстрее, просто изображения, они разные, но в принципе по детализации одно и то же. Из основных настроек здесь все. Обратите внимание, что denoise стоит именно единица, потому что в этой схеме предусмотрены еще другие режимы работы. Вот здесь вот в записке я их описал. Смотрите, эта схема может работать как text to image, может работать как image to image, может работать как upscale для text to image и может работать как upscaler для image to image. Мы можем выключить вот эту вот генерацию и включить вот эти вот две группы. Эта группа у нас загрузка изображений. Давайте сюда закинем какое-нибудь изображение. Здесь у нас есть еще upscaler, предварительный на всякий случай, если сюда закинуть какое-то большое изображение, чтобы у вас просто все не зависло. Я привожу это изображение к размеру 1024, и высота будет браться из пропорции изображения. Дальше это изображение у нас подается уже вот в эту группу upscaler. Если я использую Multi-Diffusion или Tile Diffusion для апскейла. Дело в том, что можно использовать просто второй сэмплер, и это тоже будет работать, но при малом количестве шагов генерации в обычном сэмплере или K-сэмплере будет не очень качественное изображение. А вот здесь мы можем использовать всего лишь 15 шагов генерации, и при этом у нас изображение будет хорошее. Поэтому скорость генерации вот в таком варианте будет намного выше. Кратность этого апскейла мы задаем вот в этом вот узле, я его специально выделил отдельным цветом, то здесь вы можете прописать, во сколько раз нужно увеличить ваше изображение. Естественно, исходное изображение будет переводиться вот к этому размеру, здесь тоже учтите, потому что здесь вы тоже можете поменять этот размер. Давайте запустим этот апскейлер, посмотрим, что у нас получится. И вот такой вот апскейл у нас получился, давайте посмотрим. То есть вот такое вот изображение, давайте посмотрим, сравним с тем, что у нас было, вот так вот было, и вот так вот в итоге стало. Естественно, изображение очень сильно изменилось, и степень вот этого вот изменения, она зависит от того, какой вы denoise вот здесь выберете. Естественно, я denoise здесь поставил повыше, чтобы показать, насколько сильно это изображение может преобразоваться и получиться прям такой фотореализм настоящий. То есть 0.55 denoise это достаточно много, конечно же. И в итоге у нас, конечно, получается похожее изображение по форме, но лицо, конечно, полностью здесь меняется, но изображение становится практически похоже на фотографию. Давайте я вам еще покажу варианты использования этой схемы. Мы можем отключить, например, вот этот вот апскейлер и включить режим генерации. Вот здесь в пульте это все делается, здесь все подписано. Image to image, то есть это загрузка изображения. Апскейлер — это вот это апскейлер, вот эта вот группа. И generate — это вот эта вот группа генерации. То есть мы сейчас включили подачу изображения вот этого и включили генерацию. То есть мы будем генерировать на основе
нашего входного изображения. И, естественно, тогда в кассемплере нужно изменить denoise. Denoise нужно поставить в районе 0,3, может быть 0,6, 0,8. То есть в этом случае мы хотя бы что-то будем похожее получать на исходное изображение. Давайте нажмем QPrompt, посмотрим, что у нас получится при вот таком denoise. И вот такое изображение у нас получилось на другом сиде, тоже очень похожее. И самое главное, что поза полностью учитывается, и также одежда тоже полностью учитывается. Естественно, я в промпте прописал вот здесь вот токены, присущие этому изображению, для того, чтобы у нас генерация получилась более правильной. Также мы можем генерировать без вот этого вот входящего изображения. По промпту чисто можем отключить эту вот группу вот здесь в пульте. И в этом случае у нас будет генерация происходить по промпту. Самое главное, не забывайте denoise повысить до единицы, потому что если у вас генерация без входящего изображения, то у вас просто случайный шум вот здесь подается из вот этого вот узла latent. И если вы вот этот вот denoise понизите здесь, то у вас ничего хорошего, конечно же, не получится, потому что смесь у вас идет просто с каким-то случайным шумом. Поэтому denoise выставляем на единицу, нажимаем QPrompt и смотрим, что у нас получится. И в итоге у нас получается вот такое-то изображение. Например, оно нам понравилось, мы хотим его проапскейлить. В этом случае мы нажимаем «Зафиксировать сид» и фиксируем вот этот вот сид. В данном случае у меня он и так был фиксирован, но вы можете себя нажать вот здесь, если у вас стоит -1, чтобы его зафиксировать. Теперь переходим к пульту и включаем Upscale. Нажимаем Q, чтобы сгенерировать изображение, причем перегенерация нашего изображения происходить не будет, потому что мы сид зафиксировали. И теперь у нас вот такой вот Upscale получился. Давайте посмотрим, здесь вот сравним, что у нас было, что у нас стало. Вот такое вот изображение у нас было сгенерировано изначально, и вот такой вот Upscale на флаксе у нас получился с denoise 0.55. Это достаточно большой denoising strength, а на самом деле можно и поменьше его поставить. В этом случае у нас схожесть с исходным изображением будет немножко выше. Вот такая вот детализация. Исходное изображение, апскейльное изображение. То есть вот так вот это выглядит. Это двукратно проапскейльное изображение. В исходном состоянии схема будет выглядеть в таком вот виде, апскейл будет отключен и загрузка исходного изображения тоже будет отключена. Так что в пульте вот здесь вы это можете потом включить в зависимости от того, что вы хотите сделать. То есть первоначально вы можете просто генерировать и дальше уже через пульт включать различные функции этой схемы. Хорошо, мы разобрались с этой схемой, давайте теперь перейдем к сравнениям. Смотрите, первое сравнение, которое мы можем сделать, это сравнение моделей. Модели Dev и модели Chnel. Давайте выберем модель Chnel, и, соответственно, для этой модели нам нет смысла никакого оставлять 30 шагов генерации. 30 шагов генерации – это, кстати, оптимальное количество шагов для модели Dev. Но для модели Chnel будет оптимально 4 шага генерации. Можно, кстати, использовать даже 1 шаг генерации, но тогда качество изображения будет совсем низкое. Дальше я вам сейчас покажу сравнение. 4 шага генерации ставим случайный сид и нажимаем Q. Давайте посмотрим, насколько быстро произойдет генерация. Вот и все, в принципе, 3 секунды занимает генерация, вот такое вот качество изображения. Конечно же, хуже, чем на модели Dev, но тем не менее достаточно неплохо. То есть фотореализм, там даже детали кожи какие-то есть, 1024 на 1024. Как я и говорил, потребление памяти больше зависит от размера изображения, а не от модели. 4 шага, но потребление видеопамяти то же самое. Вот такое вот изображение, вот такое вот качество. И вот сейчас перед вами сравнение модели Dev и Chnel. Смотрите, вот эта вот модель Dev при 30 шагах генерации, здесь вот, кстати, подписано. И вот по диагонали, если мы опустимся, здесь модель Chnel при 30 шагах генерации. Вот такое вот изображение. Детализация, кстати, тоже неплохая, но стиль вот немножко вот так вот уходит, то есть это немножко другая генерация получается. Но, в принципе, по качеству соизмеримо. В плане скорости генерации, что модель Dev, что модель Chnel при 30 шагах генерации, то есть равных шагах генерации, показывает одно и то же время, 22 секунды у меня. Но если мы для Chnel выберем 1 шаг генерации, то у нас уже получается вот такое вот немножко ломаное изображение, оно некачественное, честно говоря. Но если мы поставим уже 4 шага генерации, то вот такое вот изображение, то вполне оно, кстати, похоже и на 30 шагов, то есть не сильно далеко ушло. Так что при 4 шагах генерации действительно получается нормальное изображение. Если мы будем сравнивать с любой турбо-моделью на SDXL, то оно даже и близко не стояло. То есть это вполне качественное изображение. Конечно же, не такое, как Dev, здесь просто фотография практически настоящая. А здесь все-таки у нас арт какой-то получился, но тем не менее, вот волосы, если мы посмотрим, много деталей достаточно и вполне приличное изображение для 3 секунд генерации на вот этой модели. Также модель Chnel, она на данный момент существует в 2 версиях.
первой версии, которую мы вот скачали, установили FP8, но также еще бывает большая модель FP16. И если у вас есть какие-то сомнения, ставить ли большую модель на 23 гига или все-таки поставить эту поменьше на 11 гигабайт, который мы скачали, то сомнений у вас на данный момент быть не должно, потому что генерация, видите, абсолютно такая же. Давайте я прям приближу побольше. Это один и тот же сид, одни и те же параметры, 4 шага. И на той модели, и на этой изображение абсолютно такое же, то есть разницы вообще никакой нет. Также в сэмплере для модели Dev я делал тоже сравнение с разными шагами генерации. То есть в сэмплере, вот здесь в сэмплере я выбирал разные шаги генерации. Давайте посмотрим сравнение. Вот такое вот сравнение: 50 шагов, 30 шагов, 25 и 20 шагов генерации. Дело в том, что тут, конечно же, все зависит еще от промпта, от того, какой промпт был написан. И вот посмотрите, 50 шагов генерации, абсолютно чистое лицо, то есть нет никаких точек здесь. Если мы посмотрим на 30 шагов генерации, то тоже абсолютно то же самое. Естественно, изображение немножко отличается, потому что параметры все-таки разные. 50 шагов, 30 шагов, но различие небольшое. И вот вы обратите внимание именно на качество. То есть, видите, вот здесь тоже нет никаких точек. Детализация тоже достаточно высокая, что на 50, что на 30. На 50, конечно же, немножко есть разница, немножко подетальнее у нас основные контуры лица. Но вот самое главное, это вот эти вот нижние генерации. Смотрите, 25 шагов у нас появляется вот такой песок на лице. То есть какие-то точки. И вот при 20 шагах они становятся еще более выражены. Это говорит о том, что эта модель все-таки не стоит использовать с маленьким количеством шагов генерации. Если вам нужно меньше шагов генерации, используйте Channel. Если вам нужна качественная генерация, то используйте хотя бы 30 шагов генерации. И вот в своей схеме я поставил именно 30 шагов генерации для начала, потому что это минимум, от которого можно начинать работать и делать качественное изображение. Что касается по размеру изображения, можно выставлять и больше размер изображения, тоже генерация будет работать, скорость будет тоже приемлемая, но качество будет уже падать. Вот если взять, к примеру, модель Colors, то там вот 1408 разрешение вообще отличное, то есть детализация повышается, иногда бывают проблемы с анатомией, но очень редко, то есть изображение вполне приемлемое на размере 1408. Здесь же размер 1408 в принципе неприемлем, сейчас вы посмотрите почему. Вот пример сравнения генерации изображения на разных разрешениях. 840 на 840 у нас есть уход в фотореализм, причем в промпте у нас прописано все-таки следование примерно вот такому вот арту. Но здесь вот есть уход в фотореализм, это тоже выглядит достаточно неплохо, выглядит очень здорово, на мой взгляд. Но 1024 на 1024 более правильный результат. 1280 уходит уже в какое-то рисованное изображение. И ладно бы просто в рисунок, но вот качество генерации, самое главное, ухудшается. То есть детализация становится слишком низкая, контрастность очень низкая, то есть просто такое сероватое какое-то изображение по итогу получается. Если мы возьмем здесь 1408, вот такой размер я очень любил выбирать именно на Colors, но здесь этот размер приводит просто к сильной потере детализации. Вот такая детализация в итоге получается. И от того, что здесь 1408 пикселей, смысла вообще никакого нету. То есть вот это вот изображение верхнее 1024, оно просто по всем параметрам обыгрывает и это изображение. Поэтому 1024 это просто оптимальный размер. И если у вас мало видеопамяти, выбирайте 840, примерно вот такой вот размер, 12 гигабайт видеопамяти точно должно вам хватить. Возможно, даже и 10 хватит. И давайте теперь сравним, как ведут себя разные сэмплеры при генерации на флаксе. Первый вариант это Simple, и время генерации занимает 15,4 секунды. Вот такая вот генерация. Здесь у нас CGM Uniform 15,43 секунды, немножко подольше. Здесь у нас вариант Normal 15,17 секунды и Beta 15,12 секунды. То есть по скорости примерно, конечно, похоже, разницы какой-то колоссальной нету. И по качеству тоже все очень похоже. На мой взгляд, здесь стоит внимание обратить именно на Normal, Beta и CGM Uniform. Вот эти вот три сэмплера, они генерируют в принципе нормально. По скорости тоже все очень похоже. Теперь что по поводу текста. Смотрите, вот такой вот текст генерирует эта модель, и причем делать это вообще легко. То есть может даже генерировать вот такой вот уже более сложный текст, состоящий из нескольких слов. То есть до 6-8 слов он спокойно может сгенерировать, это очень классно. И причем в разных стилях это все может сделать. Более того, генератор понимает различные шрифты. И на вот этих вот трех изображениях прописан абсолютно одинаковый промпт, но указаны разные шрифты. И получается уже вот такая вот разница. То есть здесь у нас какое-то цветное изображение, но это шрифт вот такой прямой какой-то взялся. Здесь вот практически от руки, а здесь вот такой вот хитрый какой-то, прям хитрый шрифт. И давайте я вам покажу, как это примерно выглядит именно в Conf.ua. Давайте я закину вот такое вот изображение сюда, посмотрим, что оно здесь написано. На школьной доске написано слово Colors o Flux in Chopin Screen Font.
Это у нас вот это вот изображение. Давайте теперь сюда закину другое изображение. Вот это вот, например. И здесь у нас тот же самый промпт написан, но написан другой шрифт. Курсив, просто курсив, а здесь написал фонд. И в итоге у нас получается уже вот такое вот изображение. Ну, давайте еще третье закину. Здесь у нас написан вот такой вот шрифт. Paint фонд. Я, кстати, просто зашел в поисковик, набрал самые популярные шрифты. И мне вот какие-то вот шрифты он показал, я их попробовал совместить. Конечно же, Flux знает, наверное, не все шрифты, но самые популярные, похоже, знает. Поэтому вот получается такая разница. То есть, действительно, что-то похожее на вот эти шрифты он выдает. Давайте теперь посмотрим, как у нас дела обстоят у Flux с позиционированием и с цветом. Вот такое вот изображение мы сейчас будем генерировать. И давайте посмотрим, какой у меня промпт здесь прописан. Полка с разноцветными вазами. Слева желтая ваза. Вторая ваза красного цвета, третья ваза белая, справа ваза зеленая. Вот такое вот изображение в итоге получается. Смотрите, позиции он определяет, причем определяет это даже в контексте. Я сказал, что слева желтая ваза, вторая ваза красная, третья ваза белая и последняя ваза справа зеленая. Причем положение второй и третьей вазы он взял просто из контекста. Я начал писать промпт, что слева ваза желтая, то очевидно, конечно же, вторая ваза это справа от желтой, а третья ваза это опять же справа вторая от желтой. И в итоге вот он так вот сообразил и эти цвета действительно выставил как надо. Смотрите, вот такое вот у нас теперь сложное изображение. Смотрите, через решетку мы как бы видим мир, да. Слева у нас находится автомобиль желтый, сверху у нас летит самолет, справа у нас находится мать с ребенком и в синих футболках. Давайте посмотрим на промпт, что я здесь написал. В левом нижнем углу желтый спортивный автомобиль, так и есть. Справа бежит женщина с ребенком, одетые в синие футболки, но вот они единственное только не бегут. По небу летит самолет. Клумба белых роз посередине сцены, кстати, это я же забыл сказать, вид сквозь сетку ограждений. А просто посмотрите же, это же прям полное позиционирование объектов в сцене. Раньше мы использовали такие расширения, как Original Prompter в автоматике. Также в конфе там сложные схемы можно делать с позиционированием промптов. Но здесь мы можем просто словами описать то, что мы хотим видеть в сцене, и в итоге мы это получаем. То есть все объекты здесь присутствуют, они практически вот в том виде, в котором мы их описали, цвета все присутствуют. Единственное, мать с ребенком, она здесь не бежит к машине, и сцена немножко, конечно, по-другому выглядит. Но вид через решетку, здесь тоже здесь все есть. А в принципе потенциал у этой модели, мне кажется, просто колоссальный. И это как раз таки вот если сравнивать Colors, то там тоже классные генерации, все очень здорово. Но вот именно позиционирование объектов в сцене, например, нижний левый угол, там верхний правый угол, такого там нету. Вот в Stable Diffusion 3 это тоже есть, но модель там, конечно, плохо генерирует по сравнению с этими, очень сильно отстает. И вот во Flux у нас действительно есть возможность создавать именно сцены. Вот, например, какой-то персонаж находится в правой части экрана. То есть это будет сцена не по центру, потому что большинство моделей, они генерируют объекты именно по центру. То есть если вы скажете какой-то портрет, он обязательно будет по центру. Но здесь вы можете сказать объект в правой части экрана. В этом случае он будет в правой части экрана, а слева, например, будет стол. То есть у вас уже будет такая более широкая возможность для создания сцены. И это очень здорово. То есть эта модель действительно заслуживает внимания. Если вы еще не поставили, обязательно попробуйте. В автоматике и в Forge пока поддержки, конечно же, нету. Ни Colors, ни Flux. Но я надеюсь, что будет, потому что эти модели просто передовые. По сравнению с тем, что есть сейчас в автоматике и в Forge, те модели, конечно, сильно проигрывают. То есть это по возможностям просто другой уровень. Друзья, еще раз напомню про свои курсы. Если у вас есть желание последовательных системных уроков или большего количества информации, то для вас у меня есть курсы по автоматике 4 единицы и по Conf.ui. Эти курсы предназначены от новичка, но информации тут вполне будет достаточно. В конце вы сможете генерировать очень сложные арты и очень сложные изображения. Более подробная информация есть на сайте stablediff.ru, там есть подробное описание курса по его урокам, то есть расписано все, что вы там пройдете. И также есть контакт администратора, обязательно переходите, знакомьтесь, я буду вам всем очень рад на курсе. Также не забывайте переходить на мой Boosty, там есть как раз вот эта вот схема, о которой я сегодня говорил. И есть очень подробные инструкции, прям по шагам, как это все установить, и чтобы не тратить ваше время на перепросмотр этого большого видео. Ну а также заходите в мой большой телеграм-чат, он очень активный, там много различных комнат по разным интересам. Также вы можете там поделиться своими артами, посмотреть другие арты, которые люди генерируют, и посмотреть тренды вообще, что сейчас выходит. То есть в первую очередь это появляется в основном в этом чате. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. А на этом спасибо за просмотр, всем удачной генерации, хорошего настроения, всем пока.